Всем борщ! В одном из предыдущих видео был краткий обзор бюджетной клавиатуры с AliExpress. А сейчас более детально расскажу про пресеты и все ее функции и фишки, попутно сравнивая ее с новой Arturia Minilab 3. Поехали! Первым делом поговорим про клавиши. По качеству они уступают клавишам от Arturia Minilab и сопоставимы с клавишами от АК MPK Mini и Innovation Mini. Ход у них мягкий и приятный. Функция Aftertouch или так называемая после касания разработчикам не заявлена, а вот чувствительность к нажатию и уровни чувствительности можно настраивать как и на ходу с помощью самой клавиатуры, так и в специальном софте. Давайте уделю минуту и расскажу о нем. Программа для изменения всех параметров клавиатуры называется CubeSuite, ссылка будет в описании. С помощью нее можно менять цвета пэдов с 1 по 16. Действия для нобов. Также можно изменять параметры клавиш, их чувствительность, минимальная и максимальная. Параметры сенсорных панелей, питча, модуляции и параметры педали сустейна. И в последнем пункте меняются параметры для транспортной панели. Любой пресет можно сохранить в одну из 8 ячеек, либо восстановить заводские настройки. В следующей вкладке меняются кривые чувствительности пэдов и клавиш, чувствительность функции Aftertouch для пэдов и параметры разъема педали. В данной модели он идет совместный. Педаль плюс MIDI выход. Следующая вкладка управление параметрами Scale Chord, о которых мы еще поговорим. И последняя вкладка это управление параметрами арпеджиаторов. Вернемся к клавиатуре. На задней панели мы имеем кнопку включения, разъем USB-B и разъем 6.3 джек, совмещающий в себе MIDI выход и разъем подключения педали сустейна. На основном мини-экране показывается такая информация, как номер активированного пресета. В данный момент это пресет номер 2. Положение колес питча и модуляции. Транспонирование. Показатели положения нобов при вращении. Чувствительность нажатия пэдов. А также параметры изменения функций Scale и Chord арпеджиатора. Сейчас на экране у вас появился список пресетов от каждой из популярных DAW. Переключение между пресетами происходит с помощью кнопок Bluetooth плюс Pad B и выбором номера пресета, нажатием на соответствующий пэд, в данном случае пэд номер 2. Подробное описание пресета для каждой DAW будет в документе в описании. Поговорим о пэдах. В каждом пресете мы имеем 16 пэдов, переключение между которыми происходит нажатием кнопки Pad B. Пэды более мягкие, чем в Arturia, и большие по размеру, что, как по мне, более удобно при игре на них, как на драм-машине. Их стандартная чувствительность, как по мне, маловато, но сразу же можно поменять ее на лету. Одновременно зажав кнопки Knob B и Pad B, пэды загорятся красным и зеленым. В данном случае красными пэдами мы регулируем чувствительность пэдов, а зелеными чувствительность клавиш. Как по мне, то 3 и 4 уровня достаточно для комфортной игры. Следующая на очереди у нас будет центральная панель клавиатуры. Здесь мы имеем транспортную панель Play Stop Rec, которая работает в вашей DAW при выборе нужного пресета, кнопка Bluetooth. Давайте поговорим о ней более подробно. С помощью встроенной в клавиатуру Bluetooth можно подключать ее к различным устройствам, таким как телефоны, планшеты и даже компьютеры с Bluetooth. Я покажу подключение по Bluetooth на примере телефона Redmi Note 10 Pro. Для идентификации клавиатуры как Bluetooth MIDI устройства вам понадобится скачать из Play Market программу Bluetooth MIDI Connection и обновить прошивку клавиатуры с помощью мобильного приложения CubeSuite, скачать которое можно, отсканировав QR-код на обратной стороне клавиатуры. В программе Bluetooth MIDI Connection мы нажимаем Bluetooth Scan
И у нас в списке появляется наша клавиатура SMK25. Мы нажимаем «Принять». Все, наше устройство на нашей клавиатуре загорелась синим кнопка Bluetooth, и значит, наше устройство соединилось с телефоном. Далее заходим в FL Studio. И в настройках выбираем нашу клавиатуру SMK25 как активное устройство. Вот, мы видим, что все работает. Производитель заявляет о возможных сбоях в работе по Bluetooth на мобильных устройствах Android, таких как, например, залипание клавиш. Подтверждаю, такое иногда случается. Я думаю, это связано с задержками передачи MIDI-сигнала по Bluetooth. На устройствах с iOS должно быть все гладко. Рассмотрим режим арпеджиатора. Активируется он путем нажатия кнопки ARP. Параметры арпеджиатора можно регулировать как вращением нобов с соответствующим названием, так и нажатием клавиши с соответствующим названием также. Зажимаем кнопку ARP и крутим первый ноб с надписью Mode. Таким образом у нас меняется тип арпеджиатора. Это режимы вверх, вниз, включая и исключая повторение первой и последней ноты, и рандомный режим. Зажимая кнопку ARP и крутим второй ноб, регулируем количество октав, затрагиваемых арпеджиатором, от 1 до 4. Третий ноб у нас включает и выключает режим удержания, on и off. Четвертый ноб меняет гейн арпеджиатора. Пятый меняет сдвиг от 50 до 75%. Шестой меняет темп. И седьмой меняет рейт от 1/4 до 1/32. Повторюсь, что все эти функции можно также изменять, нажимая соответствующие клавиши на клавиатуре. Режим аккорда активируется зажатием клавиши Scale Chord и выбором типа аккорда на клавиатуре. Вот, написано Chord, и выбираем соответствующий нужный аккорд. Либо Off, то есть это выключает режим аккорда. Также можно выбирать мажор и минор при включенном режиме аккорда и светящейся клавиши Scale. У нас активируется режим работы Scale, так называемый режим, исключающий ненужные ноты конкретной тональности. Выбор тональности происходит удержанием кнопки Scale Chord и выбором соответствующей клавиши на клавиатуре с нужным аккордом, с нужной тональностью. И также клавиша с надписью Off отключает режим Scale. Смена октавы происходит простым нажатием октав плюс и октавы минус. Транспонирование по тонам вверх и низ происходит путем зажатия любой из клавиш октавы плюс-минус и вращением 8-го ноба. С помощью этого уже происходит транспонирование. Сдвиг на одну ноту по клавише. Вот, собственно, и все. Клавиатура очень хорошая как для своей цены, а также выигрывает у более дорогих конкурентов за счет большого набора функций, возможности автономной работы и беспроводного подключения. Однозначно рекомендую ее как начинающим музыкантам, так и уже более опытным, которые хотят компактное функциональное устройство по очень бюджетной цене. А с вами был Борщецкий, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч на ваших мониторах.